Всем привет! Сегодня обсудим с вами такую тему, как досветка растений. Нужна она или нет? Давайте разберемся. Меня зовут Мария, я цветовод-любитель, рассказываю свой опыт в уходе за растениями. С помощью света в растении происходит такой процесс, как фотосинтез. Все это мы знаем еще с 9 класса. С помощью этого процесса растение синтезирует питательные органические вещества. То есть, по сути, свет – это питание для растения. Если света недостаточно, то, конечно же, растение может либо болеть, либо погибнуть вообще. Кажется, что досвечивать растение обязательно, но это не точно. Есть конкретные признаки, которые появляются у растения при нехватке освещения. Например, опадают листья, или растение вытягивается, или растение остановилось в росте и не выдает новых листочков. Или у растения пропал рисунок, варигатность, у растения плохо просыхает грунт, или могут желтеть листья еще у растения, то есть нижние листочки начинают желтеть. Если такие признаки у вашего растения есть, то минимум, что можно сделать для растений, это переставить их на окно или поближе к окну, например, и тогда проблема решится. Если же даже у окна или, допустим, вы не хотите переставлять растение ближе к окну, вы хотите, чтобы оно находилось в интерьере, в глубине комнаты, на полках, на стеллажах, то, конечно, стоит задуматься о досветке. Когда досветка прям необходима? Я считаю, что первый момент, когда она необходима, это если растение светолюбивое. Это надо знать сразу при покупке растения. То есть решили купить растение, уточните, почитайте про него, сколько ему нужно света. Допустим, есть такие сорта варигатные. Например, у меня есть варигатная шифлера. Таким растениям требуется в 2 раза больше света, чем шифлерам, допустим, без варигатности. Потому что фотосинтез в этом растении происходит только вот этой вот зеленой частью листа. А, соответственно, остальная часть листа, она пустая, в ней фотосинтеза нет. То есть вот эта зеленая часть листа, она кормит все растение. Соответственно, для того, чтобы хватало питательных элементов растению, нужно очень много света, чтобы он попадал на все вот эти зеленые участки. А, допустим, такой шифлере, у которой просто зеленый темный лист, света требуется меньше, то есть она уже спокойно может чувствовать себя в глубине комнаты при каком-то меньшем освещении, чем, допустим, шифлера с варигатным листом. Светолюбивыми растениями считаются растения, у которых очень тоненькие листики, то есть такие. Есть растения, у которых плотные листья, допустим, монстера или замиокулькас, драцена, шифлера, хамидорея, например. Да? У них плотный лист, им света, плотный темный лист, им света требуется меньше. Растения же, у которых лист тоненький, им света требуется больше. Например, спатифилум. Из-за того, что у него тонкий лист, ему требуется больше света. То есть в тени он расти не будет. То есть он будет расти, но выглядеть он будет так себе. Или, допустим, папоротник. Считается вообще, что папоротник – это тенелюбивое растение. Но на самом деле все не так. Стоял он у меня в тени, знаю, как он выглядит в тени, поэтому ни в коем случае в тень его ставить нельзя. Ему нужно очень много яркого рассеянного света. Почему? Ведь папоротник растет в лесу, внизу, света ему достается очень мало, то есть в основном это прям вот действительно тень. Но на нижнем слое леса, тропического леса, света намного больше, чем у нас на подоконниках, даже на южных окнах. Поэтому чем больше будет яркого рассеянного света для папоротника, тем он будет пышнее, красивее и зеленее. Если вы думаете все-таки не досвечивать свои растения, то в принципе ничего страшного не случится. Единственное, что я заметила без досветки. Растения растут медленнее, то есть они не выпускают новых листиков, и они меньше потребляют влаги. Поэтому все цветоводы советуют зимой при отсутствии досветки это сократить полив и убрать удобрения. Почему? Потому что растение не растет. То есть растение находится в спячке.
И дополнительная подкормка может сделать только хуже. То есть золотое правило подкормок: мы подкармливаем тогда, когда растение находится в активном росте. Как определить, хватает ли вашим растениям света? Многие определяют на глаз. Они смотрят и такие: ну, светло же, светло, значит хватает. Но на самом деле не все так просто. Есть специальные измерения, с помощью которых определяют, какое количество света попадает на растение. Измеряется оно в люксах. Поэтому есть специальные приборы, их называют люксометры. Можно купить люксометр. Правда, стоит он дорого. Это достаточно профессиональные инструменты для измерения люксов. Но в быту, конкретно я использую просто приложение на телефоне. Да, оно не точное, но и мне не нужна такая точность. Мне, в принципе, условно, в среднем надо понимать, а вот растению достаточно сейчас тут света или недостаточно. Нужен для этого телефон и приложение, которое называется, например, Lightmeter. То есть их на самом деле несколько штук. Мне этот нравится больше всего. Вот так выглядит это приложение. Так. Для того, чтобы более точно измерить свет, нам понадобится сделать вот такой рассеиватель. Это обычная бумага, белая бумага для печати. Она ставится на камеру и закрывает нам камеру. То есть это такой ручной рассеиватель света у нас получается. И чтобы измерить, какое количество света сейчас у вашего растения, мы подносим так, чтобы на вот эту вот бумажку падал свет. И смотрим. Вот, допустим, сколько сейчас света попадает моему папоротнику из окна. Я сейчас зафиксирую. Пишет 500 люкс. Вот сколько попадает света на монстеру, на мою. 280 люксов. Ну, то есть это очень мало, несмотря на то, что сейчас 4 часа дня, то есть света из окна для растения попадает очень-очень мало. Сейчас я измерю свет с фитолампами. Так, сбрасываем и смотрим. Вот, допустим, измеряем свет. Вот свет для маленького папоротника 6500. Ну, давайте, например, сколько попадает драцене. 3600. В общем, в среднем для растения необходимо от 3 до 5000 люксов. Это обычные растения без претензий к свету. И есть светолюбивые, которым надо уже от 6000 люксов и выше, до 10 тысяч люксов. То есть это уже считаются светолюбивые растения. Если такие есть у растениеводов, то они, конечно же, обязательно досвечивают их еще искусственным фитосветом. Если вы все-таки досмотрели до этого момента, значит, вам интересно узнать про досветку для растений. Я вам расскажу, как я выбирала лампы, какие у меня вообще лампы есть и как они действуют на мои растения. А вы пока поставьте лайк. Я все-таки буду рекомендовать покупать сразу хорошие, качественные фитолампы, потому что, смысл тратить деньги на то, что не будет работать. Зачем вообще? Наша задача сделать так, чтобы растение было здоровым и росло, а не просто подсвечивать его. Как встроить досветку в интерьер? Если у вас растения стоят в стеллажах, тут в принципе все просто. Покупаются линейные лампы и крепятся кверху стеллажей, выставляется растение. Тут я вам покажу вариант. А если, допустим, у вас растения стоят где-то на полках или возле окна, или где-то еще расставлены, то тут сложнее, потому что хочется, чтобы это все сочеталось и не портило интерьер. Я вам покажу, как у меня все это устроено. Оно, конечно, еще не идеально. Я до сих пор в процессе. Подбираю, выбираю, настраиваю. Но все равно то, как оно выглядит, мне очень нравится. А главное, растениям тоже.
Вот здесь у меня лампы с цоколем Е27. Они у меня прикручены в штатив. То есть это обычный штатив. В него я вкрутила лампы. Штатив поворотный, то есть можно поднять повыше там, и так далее. Вот так. И в два направления эти лампы светят. Свою монстеру я досвечивать особо не собираюсь, потому что она у меня и так растет, как сумасшедшая. Вот опять выдает новый лист. Сколько можно, уже зима. Вот. И вот еще один тут у нее растет. То есть она и без досветки растет очень хорошо. Но чутка ей тут все-таки попадает. Лампа тоже с цоколем Е27. Вот она как раз Full Comfort. Та предыдущая тоже была Full Comfort. То есть 4000 кельвинов теплота света, да. Крепится она у меня просто на такой вот штатив от лампы настольной. Очень удобное крепление. Вот такое. Они есть белые, черные. Поэтому, в принципе, можно подобрать удобный. Эту я забрала просто у дочери, поэтому сюда бы лучше, конечно, черный штатив подошел, но у меня только такой есть. И это лампа лепесток. Вот такая она красивая. Лепестки эти двигаются вверх-вниз. И можно либо делать больше диапазон досветки, либо меньший. Вот так можно ее регулировать поменьше, повыше и так далее. Тут у меня она досвечивает вот замиокулькасу, ему, кстати, очень хорошо там растет, и моим растишкам по бокам, которые. И еще один вид лампы. Это вот как раз линейная лампа, Full Comfort тоже она, на 50 ватт. Она у меня освещает весь вот этот подоконник. Плюс сюда на пол тоже можно поставить растения. И в принципе им тоже там будет хорошо. Сейчас я тут еще покажу пару вариантов, как можно повесить лампы. У меня не все варианты доступны в рамках моей квартиры, но может быть вам это будет полезно. Есть еще один момент, это мощность лампы. У меня лампы 25 ватт, которые крепятся в цоколь, закручиваются в цоколь. И линейная лампа, она на 50 ватт. Чем больше мощность лампы, тем большую площадь она может засветить. То есть, допустим, лампа на 15 ватт, то есть ее можно повесить максимум там, на 15 сантиметров, 10-15 сантиметров от растения. А лампа, допустим, на 50 ватт, она уже может охватить там большую площадь там, и повесить ее можно выше. Что я заметила, пока мои растения стояли на досветке? Расскажу на примере папоротников. У меня есть видео на канале, где я брала большой папоротник и делила его на 4 части. То есть у меня получились вот такие 4 горшочка с папоротниками. Я их поставила, 3 я поставила на окно, а 1 у меня попал под досветку. Я на тот момент купила только одну лампу, и у меня под эту лампу попадал только 1 папоротник. Ну так получилось, это было не специально. Но что я заметила? Вот смотрите. Вот это папоротник, который стоял просто на окне. Сейчас он, конечно, стоит у меня на досветке и уже стал расти быстрее. Но вот у него, допустим, вот вылезла новая вая. Вот тут вот маленькие, сейчас поближе покажу. Вот тут вот маленькие ваечки. И там вот с этой стороны вот они вылазят новые. И вот еще новые. То есть вот такие маленькие новые ваечки вылезли. Это без досветки. Просто на окне стоял папоротник. И папоротник, который стоял у меня на досветке, я прям сильно удивилась. Вот смотрите. Вот уже новая вая. Смотрите, какая она большая. То есть она уже практически как старая.
очень-очень много маленьких, то есть их тут 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ну то есть тут просто все в маленьких хваях вообще. И те, которые навырастали, то есть какие они большие. Вот это плюс того, что растение стояло на досветке. Поэтому я прям сильно вижу разницу. Вот, посмотрите еще раз. Это не критично. Папоротник все равно вырастет, обрастет и будет красивым. Но как же быстро это происходит со светом? Значит, растению очень хорошо, ему нравится. Если вы все еще здесь со мной, значит, видео вам понравилось, значит, оно было полезным. Поставьте лайк. Ну и, конечно, подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить выход новых видео. А если у вас есть вопросы, если вы хотите, чтобы я что-то подсказала или рассказала, как у меня происходит с моими растениями, то оставляйте комментарии, я буду рада ответить. Всем спасибо, пока!